Все это предупреждает развитие ранней менопаузы, раннего климакса, раннего истощения яичников и разглаживанию мимических морщин. Усилить эрекцию у мужчин, его синдром при мигренях. Экономите деньги на таблетках, на операциях, снизить проявление аллергии и сезонных аллергических реакций. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Это обновленное видео про очищение организма, про очищение лимфы с помощью полоскания масла во рту и нескольких упражнений для оздоровления и лечения щитовидной железы. Это видео принесет вам пользу и здоровье. Посмотрите его до конца. Хочу вас поблагодарить за вот это вот первое видео про очищение организма, которое на момент выхода этого ролика, который вы сейчас, прямо сейчас смотрите, набрало более 4 миллионов просмотров. И на основании тысяч комментариев и вопросов, которые вы мне писали, я снял вот это очень полезное видео для вас. Мало того, я пошагово покажу вам, как правильно делать эту процедуру очищения. Расскажу, какие дополнительные действия усиливают лечебный эффект процедуры и еще больше способствуют очищению, оздоровлению и омоложению вашего организма. И смотрите, тратя всего 5-10 минут в день, вы очищаете организм от опасных токсинов, патогенных микробов, воспалений, хронических заболеваний. В итоге вы не болеете, вы экономите деньги на таблетках, на операциях, от которых проблем только прибавляется. И смотрите, вы здоровы. Как я сказал, вы экономите деньги на лекарствах. А значит, вы покупаете качественные продукты питания. Качественные, цельные. Вы восполняете здоровье, а значит, у вас появляется больше душевных и физических ресурсов для реализации своих желаний в своей интересной и благополучной жизни. И я очень рад, что у вас это получается. Пару слов скажу о себе, потому что так будет нечестно. Я рассказываю, а вы не знаете, кто я. Меня зовут Павел Сапего. Я врач-психотерапевт, остеопат и натуропат. Мне очень интересна такая тема, как лечение, оздоровление и восстановление организма внутренними силами без таблеток. Знаю и применяю на практике простые способы восстановления здоровья без больших затрат и побочных эффектов. Сам у себя я вылечил онкологическое заболевание. В последнее время с помощью психотерапии, с помощью лекарственных трав, очищения организма и многого-многого другого я помогаю женщинам фертильного возраста справиться с функциональными, репродуктивными, нервными, психологическими расстройствами, которые вызваны стрессом. Вы гарантированно приходите к здоровью, к восстановлению организма, к душевному спокойствию, к продлению молодости и менструального цикла, а значит, к реализации своих желаний. Я уверен, у вас все получится. Получилось у многих других, получится и у вас. Уже слышу, как вы начинаете волноваться вслух. Слышу. Павел Эдуардович, хватит говорить о себе, расскажите лучше об очищении организма и о дополнительных действиях, которые это очищение усиливают, и о секрете тоже расскажите. Конечно же, рассказываю. Итак, метод очищения организма, крови и лимфы с помощью любого растительного нерафинированного масла. Эта методика очень древняя и в то же время очень простая и работающая. Не буду рассказывать о том, как я жил в монастыре в Китае и познавал лечение организма внутренними силами природы. Не буду рассказывать о том, как несколько лет жил отшельником в Чернобыльской зоне отчуждения в Гомельской области. Это темы для отдельного видео. Скажу просто. Я применял эту и другие методики для восстановления себя от смертельного заболевания. Именно поэтому я сейчас разговариваю с вами. А вы слышите меня.
Павел Эдуардович, ну расскажите поскорее, что же нужно делать, чтобы помолодеть? Ничего сложного делать не нужно. Нужно просто полоскать рот примерно от 5 до 10 минут любым нерафинированным растительным маслом. В прошлом видео я говорил о сосании масла. Но из-за того, что у многих мужчин и женщин слово «сосать» имеет какой-то сексуальный подтекст, в этом видео я не буду его говорить. То есть сосать не будем. Будем полоскать или рассасывать масло в ротовой полости. Почему именно масло, спрашиваете вы? Ну почему масло? Почему растительное, а не машинное? Ну смотрите, в качественном растительном масле есть жирные кислоты. Они подавляют развитие патогенной микрофлоры, способствуют синтезированию коллагена и гиалуроновой кислоты. А значит, у вас замедляются процессы старения. Вы выглядите моложе без операций и подтяжек. В нерафинированном растительном масле есть полиненасыщенные кислоты, участвующие в процессе образования гормонов. Все это предупреждает развитие ранней менопаузы, раннего климакса, раннего истощения яичников. В нерафинированном растительном масле есть комплекс витаминов В, Е, А, К, ПП, Д. Они помогают укреплять иммунитет и улучшают ваше пищеварение. В нерафинированном растительном масле холодного отжима есть мононенасыщенные жирные кислоты. Они препятствуют образованию тромбов, они препятствуют накоплению холестерина. Применяя все эти техники, вы без лишних затрат сможете и можете с помощью простого, нерафинированного растительного масла из магазина, простого масла, укрепить иммунитет, восстановить работу сердечно-сосудистой системы, улучшить обмен веществ в тканях и клетках организма, снизить проявление аллергии и сезонных аллергических реакций. Вы улучшаете работу пищеварительной системы, сможете снизить болевой синдром при мигренях, сможете, наконец, улучшить работу яичников у женщин и усилить эрекцию у мужчин, оздоровить щитовидную железу. Правда, для щитовидки нужно делать еще одно очень важное упражнение. Его я тоже вам покажу. Также вы сможете убрать хроническое акне и прыщи, нормализовать полноценный сон. Все это способствует восстановлению гормонального фона, менструального цикла и регулярной овуляции. Как же я этого так долго ждала? Значит, это профилактика раннего старения и раннего климакса. Во время этой процедуры задействуются все мышцы лица, а это способствует подтягиванию его контура и разглаживанию мимических морщин. То есть вы запускаете процесс омоложения. Многие спрашивают, я слышу ваш голос, а есть ли какое-то научное объяснение, что простое полоскание любого нерафинированного растительного масла из магазина оказывает такой потрясающий лечебно-оздоровительный эффект на организм? Неужели? Я вам отвечаю, конечно, есть. Смотрите, в ротовой полости у человека есть 3 пары слюнных желез: подчелюстные, подъязычные и околоушные. Всего 6. Помимо других функций, они выделяют из крови продукты метаболизма и фильтруют плазму крови при ее попадании в слюну. В процессе активного жевания или рассасывания или полоскания активно работают слюнные железы, и в это время через них проходит в 3-4 раза больше крови, чем в спокойном состоянии. А за 10 минут это очень много литров крови. Таким образом, главная жидкость организма, питающая вас, проходит через своеобразный фильтр, очищаясь от всего ненужного, от всего того, что накоплено десятилетиями в клетках и тканях организма, от всего того, что забирает вашу молодость, вашу силу, вашу красоту и ваше здоровье. После такого очищения запускаются более глубокие реакции. Начинают выходить токсины из щитовидной железы, из печени. Вы только представьте, какой оздоровительный эффект это оказывает на весь организм. И это обеспечивается за счет связи всех внутренних систем и органов человека через лимфатические сосуды. Но прежде чем перейти к технике, расскажу немного о противопоказаниях.
Не стоит делать эту процедуру при беременности, язве в фазе обострения, нервном истощении организма, анорексии, психозах и других серьезных расстройствах нервной системы. А также, если есть индивидуальная непереносимость нерафинированных растительных масел из магазина. Правда, таких людей я еще не встречал. Напоминаю, полоскать рот, рассасывать можно любое нерафинированное растительное масло из магазина. Любое. Итак, с чего же начинать? Какая пошаговая методика очищения организма с помощью растительного масла? Простая. Рассказываю. Ну, наконец-то, Павел Эдуардович, я думала, вы никогда не начнете об этом говорить. Шаг первый. Сформировать у себя намерение. Это ключевой шаг на пути к изменению своей жизни в сторону здоровья и осознанности. В современном мире, насыщенном стрессами, информационными перегрузками, внимание к своему внутреннему состоянию и психологическому, и физическому благополучию становится особенно актуальным. Процесс изменения жизни начинается с ясного и четкого намерения, которое можно развивать с помощью различных практик. О том, как правильно формировать намерение, вы можете узнать по ссылке под этим видео, потому что в этом видео другая тема. Второй шаг – посмотреть это видео до конца. Третий шаг – пойти в магазин и купить любое нерафинированное растительное масло. Четвертый шаг – прийти домой и порадоваться тому, что наконец-то вы начинаете делать конкретные шаги к своему здоровью, потому что вы уже сформировали намерение и у вас уже есть масло. Пятый шаг. Вы можете сделать эту процедуру прямо сейчас и, как говорится, испытать ее на практике. Но чтобы увидеть и понять, как правильно делать, смотрите это видео дальше. Лучше всего делать очищение организма, активируя слюнные железы каждое утро и каждый вечер по 5 или 10 минут. Как делать эту процедуру утром? В принципе, вечером аналогично. После того, как вы проснулись, потянулись в кровати, встали, сделали небольшую зарядку на день грядущий, зарядились, прополощите рот, очистите поверхность языка от налета. Это можно сделать обычной чайной ложкой, соскребая налет с языка. Это действие займет у вас не больше 1 минуты. Еще раз прополощите рот. Выпейте стакан воды комнатной температуры с чайной ложкой лимонного сока. Перед тем, как начать рассасывать масло, подготовьте мышцы лица. Для этого в течение примерно около 1 минуты полощите рот обычной водой кипяченой с содой. Для этого в стакан воды добавьте половину чайной ложки обычной соды. После долгого полоскания с непривычки можно ощутить сковывание мышц. Со временем это пройдет, не волнуйтесь. Чтобы начать саму процедуру, возьмите в руку столовую ложку. Налейте в нее нерафинированное растительное масло. Перелейте масло из ложки в ротовую полость. Полощите масло во рту, перекатывая его из одной щеки к другой. Делайте рассасывающее движение языком. Чтобы начать очищение организма, возьмите столовую ложку. Налейте в нее нерафинированное растительное масло. Перелейте масло из ложки в ротовую полость. Глотать. Нельзя. Полощите масло во рту. Перекатывайте его от одной щеки к другой. Делайте активные рассасывающие движения языком. Держать масло во рту нужно примерно 5-10 минут. Если есть рвотный позыв, выплюньте масло, прополощите рот. Наберите чайную ложку масла и полощите рот с чайной ложкой масла. Если весь рот забился слюной, выплюньте и сделайте то же самое утром и вечером. Со временем гиперактивность слюнных желез пройдет. Категорически нельзя глотать эту жидкость.
Рассасывание, полоскание проводите спокойно и без напряжения, перемещая жидкость по всей ротовой полости, между зубами, от щеки к щеке, к зубам. Через 5-10 минут рассасывания масло становится очень жидким и белого цвета, похожее на такое топленое молоко. То есть масло, смешиваясь со слюной, становится эмульсией. В этом нет ничего секретного. Выплевывать отработанное масло нужно или в унитаз, или в мусорное ведро. Потом еще пару минут полоскать рот чистой водой. Воду не глотать, просто полоскать. Можно с содой. Для усиления лечебного эффекта в масло добавьте 1 каплю пищевого эфирного масла полыни, шалфея, тысячелистника и других лекарственных трав. После процедуры полоскать рот можно не только водой, но и отварами из ромашки, календулы, тысячелистника, шалфея. Вечером эту процедуру нужно проводить в период с 18 до 19 часов. После процедуры ничего кушать нельзя до самого утра. От голода вы не умрете, а лечебный эффект будет намного лучше. Повторюсь, лечебный эффект будет намного лучше, если вы не будете кушать за 6-7 часов до сна. Можно и нужно пить настои из лекарственных трав, чайная ложка меда при различных расстройствах организма, если очень сильно хочется кушать в этот промежуток времени. Во время полоскания для усиления лечебного эффекта вы прокачиваете свой лимфодренажный насос, который находится в икроножных мышцах. Особенно это полезно, если у вас не очень активный образ жизни. Для этого вы легко и непринужденно прыгаете на носках. Если физическое состояние не позволяет прыгать, то просто поднимаетесь и опускаетесь на носках. После процедуры очищения маслом, и если есть уже проблемы со щитовидной железой, особенно у женщин, нужно делать одну очень эффективную практику из йоги. Эту практику восстановления здоровья щитовидной железы посмотрите по ссылке в описании под этим видео. Спасибо, что посмотрели до конца это хорошее видео. Подпишитесь на мой канал, я буду вам очень благодарен. А еще подпишитесь на каналы в Telegram, ВКонтакте и в YouTube. Подписываясь на каналы в Telegram, в YouTube, в Дзен, ВКонтакте, вы получаете качественный контент и важную информацию для восстановления, укрепления и сохранения вашего физического, нервного и психологического здоровья. И напоминаю, очень важно, чтобы помочь изменить многие жизненные и токсичные установки, я провожу индивидуальные онлайн-консультации по видеосвязи для женщин или очные консультации, у которых уже есть те или иные проблемы в жизни, которые касаются отношений с собой, отношений с миром, одиночество, психологическое опустошение, если уже есть те или иные репродуктивные расстройства, которые вызваны стрессом и нервным напряжением, а вам еще нет даже и 45, а у вас нет детей, и менструальный цикл сбился, и дальше неизвестно, что будет. Запишитесь на консультацию по ссылке под этим видео. Я смогу вам помочь. До встречи. Всегда ваш доктор Павел Сапегов.